Здравствуйте! Это реальные новости на канале «Страна для жизни». Здесь мы рассказываем о том, что не покажут по гостелененавидению. Погнали к новостям! Начнем с новостей спортивных, а их сегодня хоть отбавляй. Во-первых, мем дня. Лукашенко ушел с поста президента Национального олимпийского комитета. И на его же место он же посадил барабанная дробь Лукашенко. Только Виктора, не Николая же, хотя это было бы неудивительно. Ситуация из разряда «Вы просили дождь, я дал вам дождь». Так вот и здесь. Вы просили, чтобы я отдал пост президента, вот я и отдал. Все это происходило во время Олимпийского собрания Лукашеску. Лукашеску, кстати, представляя кандидатуру своего старшего сына на пост президента НОК, заявил, что его дети не будут президентами, а Виктор будет уволен сегодня же с должности помощника президента. То есть, по сути, самоназначенный сам назначил еще одного усача. Каламбуры. Обожаю. Перед тем, как в Беларуси прошли очередные очень честные выборы президента, только уже НОК, а не страны, усач успел наговорить много, а также обвинил в предательстве спортсменов, которые выступили против насилия после президентских выборов, а в дальнейшем стали его оппонентами. Он напомнил, сколько государство сделало для них, а теперь они требуют санкций. Ну да, настоящие же спортсмены – это как Домрачева, у которой брата избили, а высказывались в его поддержку почему-то другие люди, и никак не сестра. Ладно, все мы с вами знаем, что свободное объединение спортсменов – это и есть наши люди, которые не засунули языки куда подальше, даже несмотря на репрессии и потерю работы, а стали активными акторами в борьбе за свободу в Беларуси. И в момент, когда люди, которые раньше на их соревнованиях вставали и дарили свою поддержку, стали сами нуждаться в помощи, именно спортсмены из свободного объединения встали рядом с народом-чемпионом и по сей день продолжают долбить этот чертов режим разными способами и продолжают быть рядом с белорусами. Например, бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу, капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина объявила о запуске Академии чемпионов СОСБАЙ. Всем привет! Я Катя Снытина, капитан национальной команды Республики Беларусь по баскетболу, участница свободного объединения спортсменов. Мы запускаем новую инициативу под названием Академия чемпионов СОСБАЙ. Погнали! Мы будем снимать для тебя разные видео, где поделимся опытом и практикой, знаниями и лайфхаками. Запустим флешмобы и конкурсы с призами. Присоединяйся! Первое видео уже доступно у них на канале. Присоединяйтесь! Вчера стало известно о том, что 31 марта у Екатерины Снытиной истекает трудовой контракт с Минспорта. Министерство выслало Екатерине новый типовой договор, но один из пунктов ей не понравился, а именно пункт 2.25. Не допускать публикации и выступлений в средствах массовой информации без согласования с нанимателем. И именно поэтому она его зачеркнула и написала, что не согласна с ним. А оно и понятно, почему, судя по пункту этому, следующий должен быть не дышать без согласования с нанимателем или не сидеть в этих ваших интернетах 9 часов в день без согласования с нанимателем. И плевать, что игрок показывает одни из лучших показателей. Почему я заговорила про 9 часов в интернете? Так, Роженкову, главе Федерации баскетбола, кроме этого непонятного аргумента, нечего больше предъявить Екатерине, потому что та отлично справляется со своей работой и успевает еще и невероятных белорусов подбодрить. В министерстве рассмотрели позицию Снытиной как отказ. Даже без контракта она все еще является частью национальной сборной, но Роженков очень уж надеется, что Екатерина пересмотрит свое решение. А я вот не знаю, какой здравомыслящий человек сам себя лишит свободы. А судя по всему, Екатерина именно здравомыслящий человек. А вот сможет ли Минспорта перестать затыкать всем рот и поработать над пунктом 2.25, тут уже посмотрим.
Продолжаются расправы над людьми. За возглас «Живе Беларусь» в коридоре Сморгонского суда завели уголовное дело. История началась 18 февраля. В тот день в Сморгонском районном суде выносился приговор по уголовному делу против Руслана Валюка и Ирины Марковой. Оба получили по 2 года химии. Когда приговор был уже вынесен в коридоре, кто-то выкрикнул «Живе Беларусь!». Некоторые ответили на это «Живе». Это услышала председатель Сморгонского суда Людмила Петрова. Вот она, эта женщинка, на фотографии. Нужно своих антигероев знать в лицо. Она вышла из зала и начала говорить, что это неуважение к суду, грозила вызвать милицию. Это не неуважение к суду, это был акт солидарности с теми, кого на этом суде как раз-таки больше всего и не уважали. То есть людей, которые получили по 2 года химии. Как можно уважать белорусских судей и судебные процессы, когда их таковыми даже невозможно назвать? Это посмешище и изнасилование всех правовых норм в стране. Людмила Петрова стояла у турникета и никого не выпускала из помещения. Тогда люди просто открыли окно и стали выпрыгивать оттуда на снег. Сегодня стало известно, что из-за этого инцидента было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пока в Беларуси продолжается истребление всего настоящего белорусского, дорогие зрители, прямо сейчас предлагаю забросать комментарии фразой «Живе Беларусь!» в поддержку тех, против кого завели очередное абсолютно абсурдное дело. Живе Беларусь! Письмо с просьбой объяснить, какие нормативно-правовые документы регламентируют использование бело-красных цветов в быту, направила местным властям жительница Пружан Виктория Анохова-Журавлева. Райисполком с заинтересованными службами подумал и ответил. В письме от местных властей сообщается, что сами по себе предметы в цветовой гамме белого и красного цвета не являются символикой, и законодательством их использование не регламентировано. Но есть один нюанс. При наличии иных факторов, которые могут быть истолкованы как публичное выражение гражданином общественно-политических, групповых, личных и иных интересов, либо протеста с использованием атрибутики, в том числе белого и красного цвета, указанная вами цветовая гамма может отождествляться с символикой протестного движения и расцениваться как несанкционированное массовое мероприятие, что образует состав административного правонарушения по статье 2334 КоАП. Так сообщается в ответе из райисполкома, который Виктория разместила на своей странице в соцсети. Викторию ответ не удовлетворил, что неудивительно. В письме от местных властей не указано, какие заинтересованные службы участвовали в рассмотрении ее вопроса, какова их компетенция, не перечислены те самые факторы, которые могут быть истолкованы как выражение гражданином общественно-политических интересов. Не сообщается, на каком основании и в каких случаях бело-красные цвета расцениваются как символика протеста. Своими претензиями к ответу Пружанского райисполкома она поделилась с Брестским облисполкомом, отправив туда соответствующее обращение. Как обычно, понятно, что ничего не понятно. И можно ли рассчитать просто бело-красно-белую одежду на видном месте или что угодно другое, просто этих же цветов, решают эти никому непонятные заинтересованные службы, которым по барабану, что признавать экстремистским. Главное – перевыполнить усатый план. В Уголовном кодексе могут появиться новые статьи и составы преступлений, направленные на дополнительную охрану конституционного строя. Читать как направленные на охрану человека, который все еще считает, что он президент. Среди них статьи, предусматривающие ответственность за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцам интернет-ресурса запрещенной информации, незаконный сбор и распространение персональных данных. Так сообщает Национальный правовой интернет-портал по итогам заседания межведомственной рабочей группы по доработке проекта изменений в Кодексе об уголовной ответственности. По сути, мы все понимаем, что законы меняются одной целью – упростить карательную систему, чтобы еще больше свободолюбивых и прекрасных белорусов могли дальше запугивать. Пока это только предложения, но если эти предложения способствуют тому, чтобы помочь репрессивной машине делать черное, приняты они будут. Но нужно понимать, что изменения принимаются нелегитимными органами, а значит и являются незаконными, если смотреть на это с точки здравого смысла. А вся нелегитимная сходка в скором времени получит по заслугам. Кстати,
Кстати, про нелегитимных. Никто не собирается понижать давление на них. Наоборот, сейчас время, когда мы наращиваем силы и делаем слабее тех, кто все еще держится за ус режима. И не только мы, белорусы, но и все, кто поддерживает белорусов в их борьбе за свободу. Евросоюз продлил санкции в отношении 88 физлиц, в том числе Лукашенко, и 7 компаний. Санкции продлены на год до 28 февраля 2022 года и включают запрет на въезд в ЕС и заморозку счетов. Так говорится на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры были введены 3 пакетами в отношении белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов, жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов. Санкции также затрагивают бизнесменов и компаний, получающих выгоду от поддержки режима Лукашенко. Евросоюз продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси и рассмотрит введение новых санкций в связи с продолжающимися нарушениями свобод и прав человека, репрессиями в отношении белорусского народа и гражданского общества. Кроме этого, ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном требовании демократии, в том числе через поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Так говорится в пресс-релизе. Срок содержания под стражей у Сергея Тихановского истекает 28 февраля, но его продлили до конца апреля. Блогер в результате провокации с участием секс-работницы был задержан 29 мая в Гродно на предвыборном пикете, где собирались подписи за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Политзаключенному предъявлено обвинение по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Свободу политзаключенным! Свободу Сергею Тихановскому. И как он любил говорить, только вместе мы сможем построить страну для жизни. Помните это и не падайте духом. Живе Беларусь!